Всем привет, ребята! Сегодня Ричард и Ника посетили пункт раздельного сбора вторсырья в Петербурге. Называется он «Зеленка». Пункт находится в Калининском районе в 12 минутах пешком от станции метро «Академическая». Здесь принимается металл, макулатура, тетрапак, мягкий и твердый пластик, также одежда для благотворительных фондов, это для благотворительного магазина «Благодаря» и для проекта «Две белки». Также принимается техника и другое. Ника постоянно занимается раздельным сбором мусора и приносит сюда. Пункт работает бесплатно, то есть вы сдаете бесплатно и ничего за это не получаете. Если вы захотите также заняться раздельным сбором мусора, то мы расскажем, как нужно это делать. Если вы хотите сдать металл, то перед сдачей металла провести нужно его магнитом. Черный металл притягивается к магниту, цветной нет. Также обязательно нужно рассортировать на фракции. Это отдельно алюминиевые банки нужно сплющить, отдельно черный металл и цветной металл. Также принимается макулатура. Нужно рассортировать на такие фракции, как хорошие книги. Дальше гофрокартон. Это коробки различные из бытовой техники, из пиццы и так далее. Следующая фракция это 21-22 пап. Это цветная бумага, книги, тетрадки, журналы и так далее. 22 пап. Это белая бумага формата А4, только с черно-белой печатью, целые или разрезанные листы. Следующий класс это крафтовая бумага или бумажные пакеты без вощения. И 24 пап это яичные лотки и пульпикартон. Да, я понимаю, звучит все очень сложно, это прям целая наука разбора мусора. И вот сейчас как раз вы видите на видео, что погружают его, увозят. На самом деле удивительно, что здесь очень много народу. Прям очень круто, что много людей занимаются этим и помогают экологии. Ну, в общем, вы поняли, что принимаю здесь очень много всего. Вот тут Ричард ухватился за пластиковые карты, которые тоже принимают. Это различные карточки от Ривгош, банковские карты и так далее. Давайте поговорим о том, что не принимает пункт. Это резина, силикон, поролон, просроченные лекарства, хотя блистеры от лекарств принимаются. Воздушные шары не принимают, опасные отходы, такие как батарейки, лампочки, градусники, аккумуляторы. Также не принимают салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу, тонкую упаковочную бумагу, игрушки в сборе, различные машинки с металлическими пластиковыми деталями и так далее. Керамику, фарфор, зеркала, стекло, зажимы от хлеба, рентгеновские снимки, обои, дозаторы от бытовой химии. Я сейчас вам расскажу об опыте раздельного сбора вторсырья моей подруги Ники, которая как раз сейчас на видео. Впервые она начала разбор отходов год назад после выезда с экоорганизации «Чистая Вуокса». Это был недельный выезд, на котором волонтеры занимались сбором мусора на островах Республики Карелия и обустройством территории для отдыха. Вероника очень вдохновилась опытом волонтеров и с тех пор начала сама тоже сортировать вторсырье. Она решила начать сразу делать разбор всех фракций мусора, и теперь это вошло в ее привычку. Сейчас она ходит в зеленку раз в 1-2 месяца. Что же она делает с вторсырьем? Пластик она промывает и высушивает, отклеивает все наклейки, сортирует по пакетам по разным фракциям. На балконе она хранит 3 пакета. Первый пакет – это макулатура, второй пакет – чистый пластик, это для контейнера рядом с домом, третий пакет – там все понемногу – фольга, зубные щетки, чейки, бритвенные станки и так далее. Ездит она на зеленку на такси за свои деньги. Вот такой экоактивист призывает вас тоже разбирать свои отходы и помогать экологии. Когда же мы сегодня впервые приехали сюда посмотреть, чем занимается Ника, мы были глубоко удивлены, как много народу занимается этим делом. И напоследок затронем такую тему, как что же делают с этими отходами, которые принимают на пунктах приема мусора. Их отправляют на заводы по переработке. Вторсырье используется для дальнейшего производства товаров,
Для предприятий выгодно применение в производственном цикле вторичного сырья, так как оно снижает себестоимость продукции. И вы спросите, можно ли сдать это все платно? Зачем трудиться бесплатно? Да, можно, есть организации, которые принимают это все платно, но много там денег вы не сделаете. Примерно отходы пластиковых бутылок стоят от 12 до 44 рублей за килограмм. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!